Всем привет! И это 8-й выпуск исторического туризма от мира Сан-Андреаса, где я покажу вам места, которые имеют связь между игровым миром и миром реальным. А именно, объекты исходного материала, которые послужили текстурами в игровом мире. Или просто решения, которые были заимствованы в игру, даже если для этого не пришлось делать специальные снимки для текстур. Каждый из нас, хоть ненадолго, но посещал самый первый территориально доступный стрип-клуб Pigpen, который не имеет никакого отношения к сюжету и открыт для нас с самого старта игры. Его несложно заметить издалека из-за слишком яркого розового цвета стен и рекламного борда. Настоящий такой стрип-клуб по адресу 1109 Южной Санта-Фе-Авеню называется Playpen и имеет крайне схожий логотип с игровым вариантом. Как можно заметить с этих скриншотов, здание стрип-клуба совсем не многоэтажное, и единственное, что точно объединяет их, так это рекламная панель и форма порога перед входом. Сама база игрового здания Pigpen скорее всего вымышленная, но текстуры в ней используются со старого строения напротив через перекресток по адресу 1024 Южной Санта-Фе-Авеню, которая выглядит как промышленная единица, но этого не скажешь по виду сверху в Google Maps, где присутствует что-то вроде чилл-зоны. Весь Pigpen затекстурен одним и тем же участком стены с двумя окнами в нескольких вариациях картинки, одна из которых с розовой нижней частью, а вторая немного ухудшенного качества со вставленным окном, предположительно из этого же здания. В течение первой пары лет от момента релиза игры, владелец настоящего стрип-клуба судился с компанией Rockstar за слишком похожий логотип клуба и прототип здания в игре, но не выиграл суд в силу того, что этот стрип-клуб поставили как собирательный образ. Пойдя на восток до перекрестка с бульваром Святых, угол этих двух улиц будет занимать здание, известное нам недосягаемыми пешему человеку магазинами, располагающимися на его втором этаже, куда нет никакого вразумительного метода добраться, кроме как залезть на этот балкон, будучи худым. Такое здание в Лос-Анджелесе находится по адресу 590 Южного Альварадо-стрит, и, наверное, схожесть между ними можно уловить только по форме и цветовому решению, так как текстуры в нем использованы с различных других домов, а магазины торгового центра в нем те же, которые можно встретить и в других местах игрового города. Только лишь в 2020 году цвет всего здания сменился на серый с черным. Возвращаясь к уже известным нам Industries Company и San Pedro Building, я не рассказывал про уникальный и единственный в игре знак Jellystone International, так как в то время я безуспешно пытался разгадать ребус из букв, которые поменяли местами, что можно заметить по проводам, которые обрываются на некоторых буквах. Я его так и не разгадал. Оказалось, что настоящее выражение Yellowstone International было сфотографировано на верхушке здания по адресу 1000 Южной Санта-Фе-Авеню. Предположительно, прямо из автомобиля, потому что если бы человек фотографировал эту надпись с пешеходной зоны, эти провода не попали бы в кадр. Между августом и октябрем 2017 года в течение 2 месяцев эту надпись удалили, с момента, когда началась реставрация всего здания. И теперь это частный клуб Soho House, что-то вроде отеля со своим спортзалом, барами и зонами для отдыха. На юг от стрип-клуба под Highland Swap Mall'ом по обе стороны от дороги будет виден неработающий для игрока низкокачественный Attica бар с нарисованной надписью над окнами в размер всего участка здания этого бара. Это крайне устаревший дизайн и, само собой, таким его на Google панорамах не застать. Но я нашел в интернете одно старое фото 2003 года, где настоящий La Cita бар по адресу 2471 бульвара Витьер имеет дизайн приблизительно того времени, когда происходил сбор фотоматериала для городов будущей игры.
А еще есть фотографии неопределенного года, где бар имел, наверное, еще более ранний дизайн. В 2007 году он полностью голубого цвета, с более новой вывеской. В 2012 красный. С конца 2015 он назывался The Wit. А с 2019 там находится Holiday Bar со странным, полностью черным дизайном фасада без окон. Неоднозначная ситуация складывается со следующим заведением в виде ржавого гаража без окон, который с одной стороны именуется как Recycling Center, а с другой Rodriguez Iron Works. Заведение с названием Rodriguez Iron Works действительно существует, но я почти уверен, что оно не имеет никакого отношения к этому игровому гаражу. А вот отдельно от Родригеса Iron Works не идеальной схожести, но довольно приближенной к той, которая на текстуре, я нашел по адресу 1427 Западной Флоренс-авеню. И на момент первых панорам заведение называлось Ernesto Meza Iron Works, после которого в этом здании было еще несколько впоследствии закрывшихся бизнесов по наши дни. А вот Recycling Center, очень близкий по шрифту и по цвету букв, я нашел по адресу 1701 Восточной Слосан-авеню. Таких вывесок было несколько с обеих сторон территории, пока она еще существовала. А после 2017 года от всего этого остался только небольшой домик. На одном из старых фото ранее 2007 года видно, что надписи были более светлыми, а сам забор был сперва фиолетовым, а затем голубым. Эти два места находятся на немалом расстоянии, поэтому не исключено, что слово Rodriguez может быть не связано территориально ни с Iron Works, ни с ресайклинг-центром. И еще интересный игровой факт. В районе Red Sands East есть блок магазинов, прилегающий к спортзалу Лас-Вентураса, который в своем лоде содержит образ полной нередактированной текстуры, где есть все эти надписи. Зачем она там была нужна, неизвестно. Наверное, для разнообразия, чтобы город не казался слишком пустым на фоне того же Лос-Сантоса, с множеством настенных рисунков и рекламы даже вдали от центра. Чуть дальше, напротив кинотеатра Мамас, есть угловой магазин, который называется Yolis Market. Текстуры такого магазина очень некачественные, как для того размера, в котором мы их видим в игре. Магазинов с таким названием в Лос-Анджелесе несколько, но именно этот когда-то был по адресу 3807 Восточной Хаммель-стрит. И хоть он выглядит сгоревшим и явно уже не работающим, да и рисунок вывески не совпадает шрифтом и цветом текста, есть другая зацепка. Это соседняя вывеска в игре, которая там еще больше, чем первая. На реальном магазине она хоть и выгоревшая, но вполне распознаваемая, даже несмотря на отсутствие видимого текста. На магазин можно смотреть только в 2007 году. Далее на панорамах его не будет вовсе. И только к 2020 за один год там построят большой двухэтажный дом. Рисунок сбоку Yolis Market тоже может быть вам знаком по старому бета-скриншоту со Сламваном, где рисунок из магазина был разделен на две части, которые зачем-то поменяли местами. В нашей игре такого рисунка нет, но издалека можно углядеть его лод, если подкрутить дальность прорисовки на минимум. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а чтобы узнать больше, подписывайтесь на мой канал и следите за появлением новых выпусков исторического туризма от мира Сан-Андреаса. Всех с наступающим Новым Годом и до следующих встреч!